Здравствуйте, добро пожаловать на третий курс по Нагарджуне. Мы дошли до главы 15, которая называется «Исследование природы вещей». На тибетском глава называется Рангшин-такпа. Рангшин-такпа. Такпа — это парикша, что значит исследование. Рангшин — это интересное слово, потому что оно означает «собственное лицо». Шин здесь означает лицо. Шинре — это лицо. Ранг шин означает лицо чего-либо, то есть его природу, что означает... И постарайтесь уловить это с самого начала, хорошо? Это означает сущность чего-то, врожденную природу, какое-то качество вещи, находящееся внутри нее. Вы должны почувствовать, что мы собираемся исследовать, например, есть ли у огня сущность или внутренняя природа быть горячим, а затем эта природа как бы раскрывается и выражается в мире. Если у огня внутренняя природа быть горячим, и тогда огонь раскрывается каким-то образом, и горячесть выходит наружу. Если у него собственная сущность. Когда мы говорим здесь «природа» или «свабхава», Рангшин, думайте, что это что-то глубоко внутри вещи, что является ее истинной сущностью. Думайте об идентичности. Хорошо, мы переходим к аргументам. Первый стих. Первый стих с половиной. Если вдуматься, если сущность чего-либо является его частью, ее не нужно было бы создавать. Если сущность объекта присуща ему, а это то, что, собственно, означает сущность, то она не должна быть чем-то, что вы получаете только в том случае, если что-то еще произойдет. Вы просто родились с этим, вы пришли с этим. Никто не должен подогревать огонь. Огонь уже горячий. Если бы вам нужно было что-то сделать, чтобы огонь стал горячим, то горячесть не являлась бы природой огня. Согласны? Если бы вам нужно было сделать что-то еще, если бы вам пришлось зажечь огонь под огнем, чтобы он стал горячим, тогда природа огня, мы бы не сказали, что горячесть — это природа огня. Так что мы можем сказать кое-что о природе или сущности. Она происходит с вещью, и она не является чем-то, что возникает, если есть что-то еще, если есть другие причины и условия. Было бы неправильно говорить, что собственная сущность чего-либо была бы присуща ему, только если бы случилось что-то еще, какие-то причины и следствия. Потому что природа, созданная другими факторами и другими причинами, была бы искусственной. А искусственное является противоположным природе. Ее бы собирали и отдавали огню. «О, позволь мне разогреть тебя». И тогда огонь становится горячим. Тогда природа не была бы природой в огне. Ее бы производили искусственно и передавали огню. Понятно? Итак, чепа-чен здесь означает почти искусственный, созданный. В ювелирном бизнесе есть настоящие рубины и сапфиры, и есть поддельные. Но когда научились выращивать настоящие рубины и сапфиры в лаборатории, возник огромный спор, назвать их искусственными или нет. И те, кто создал их, говорили, что они не искусственные, а настоящие, а другие говорили, что они не настоящие, если вы их не добыли из земли. Поэтому они достигли компромисса и назвали их выращенными рубинами. И это звучит лучше, чем искусственные или суррогатные. Итак, если это созданное, то это неестественное. В этом смысл. Если собственная природа или сущность вещи должна быть создана извне, тогда как, черт возьми, это можно назвать природой? Это искусственно, это создано.
Ясно? Как выращенные рубины. Хорошо. Нагарджуна. Теперь история. У этой картинки есть история. Мой лама, я уже говорил вам, что был помощником своего учителя в течение 30 лет. И около 25 из них я был его шофером. И возил его из Нью-Джерси в Вашингтон. Это 5 часов езды. И он давал учения там раз в месяц. Так что я проделал этот путь более 300 раз. Я возил его туда. Если посчитать в обе стороны, это 600 раз. И поэтому я знал дорогу наизусть. И мне нравилось возить его, потому что обычно он отказывался отвечать на мои вопросы. Но в машине он не мог отказать. Он был заперт в машине на 5 часов. И он заказывал машину без радио, поэтому я не мог слушать радио. А машина без радио стоит дополнительных денег. В любом случае, единственное, что можно было делать, это говорить о Дхарме. Иногда он притворялся спящим, а я говорил ему: «Я знаю, что ты не спишь». И он... Как бы то ни было, он всегда останавливался в кафе Говард Джонсонс на границе Мэриленда, на границе Делавера, прямо перед мостом Делавера. Мы всегда останавливались в одном и том же месте, и он заказывал чай. Вы знаете, он большой любитель чая. Он выпивал около 15 чашек чая в день. Я готовил ему 15-20 чашек чая в день. И ему всегда предлагали заменитель сливок. А он говорил: «Нет, я хочу сливки. Это искусственные сливки. Я не хочу заменитель сливок. Я хочу сливки. Мне нужна настоящая вещь». И он научил меня всем этим словам, означающим искусственный, фальшивый, ненатуральный. Все слова, которые я узнал от него, а это были все слова, которые я знаю, имеют свой контекст. Мы где-то сидели, и он сказал: «Это называется чома». Чома означает чепа. Чепа означает, что это должно было быть создано извне. Это не натурально. Хорошо. И он просто терпеть не мог ненатуральные сливки. Хорошо. Следующий стих. На самом деле это половина стиха. И это на самом деле ран лук. Что это значит? Наша позиция. Если бы у чего-то была настоящая сущность, она не должна была быть чома. Чома означает неестественный или искусственно созданный. Это не должно быть сливками из порошка, это должно быть настоящим. Чоммин означает «несозданный». Какое есть известное чопа в Ламриме? Чома. Это когда вы пытаетесь почувствовать себя бодхисаттвой, пока вы им еще не являетесь. Это хорошая чома. Хорошо. Поддельный бодхисаттва. Созданный бодхисаттва. Искусственный. Вы притворяетесь бодхисаттвой, а потом все равно весь день совершаете ошибки. Если бы что-то было истинной природой, оно не должно было бы зависеть от каких-либо условий, происходящих вне его. Если огонь по своей природе горячий, то не должно иметь значения, где находится огонь или что с ним происходит. Он должен быть горячим изнутри, что-то вроде этого. Это наше определение природы. И мне было интересно, и, возможно, вы могли бы поразмышлять об этом. Это очень полезное выражение. Я помню, как однажды я участвовал в дебатах в монастыре Дрепунг, и я услышал эти слова. Означает теоретический аргумент, теоретический случай. Если теоретически нечто обладало бы собственной природой, у нее должны были быть два качества. Какие? Чомин. Она не должна быть искусственно созданной, и она не должна быть шенла тёпа мэпа. Она не должна зависеть от других условий. Может ли существовать такая природа? Это уже другой диспут, ясно? В теории мы говорим о теории. Теоретически именно такой должна быть собственная природа. Если такая вещь на самом деле, мы не знаем. И Чони Лама также высказывает свое мнение. Это очень традиционная древняя точка зрения на то, какой была бы собственная природа, если бы она существовала. И у нее должно быть три качества. Поехали.
Первое качество. Нюкменго. Нюкменго. Нюкма — это очень-очень редкое важное слово, означающее «с безначальных времен». Нюкма. Это звучит как нюкма, побег бамбука, но это другое слово. Нюкма означает первозданный, изначальный, с незапамятных времен. Нюкменго. Если что-то является природой огня, то оно должно быть в огне всегда. Понятно? То есть горячесть, тепло. Если у огня есть природа, собственная природа или сущность, то она всегда должна была быть в нем с тех пор, как огонь существует. Это первое качество. Огонь должен был быть горячим с незапамятных времен вечно. Второе качество. Неважно, говорите ли вы об огне 100 лет назад, или об огне через 100 лет, или об огне в этой комнате прямо сейчас, она должна быть неизменной. Сущность всегда должна быть там. Говорите ли вы об этом через 100 лет, или об огне 100 лет назад, или об огне в это мгновение, эта сущность должна быть всегда там, быть горячим. Номер 3. Сущность не должна зависеть от других источников. И он приводит интересный пример. Нет необходимости класть грелку на огонь. У нас с Вероникой есть очень классная штука, которую нам кто-то подарил. Это вишневые косточки в мешочке. И там есть лавандовые цветы. И вы кладете мешочек в микроволновку, подогреваете, а потом ложитесь на него. Это очень приятно, когда ложишься спать. Он остается теплым в течение получаса примерно, а затем постепенно остывает, и вы засыпаете на нем. Это очень приятно. Это что-то вроде грелки. И он говорит, если огонь горячий изнутри, вам не придется согревать его грелкой. Это кролик, набитый вишневыми косточками и лавандой. Если вам не нужно подогревать кролика с вишневыми косточками и лавандой в микроволновке, чтобы согреться, то, скорее всего, вас согревает собственная природа. Ясно? Таковы 3 требования. Здесь девушка, которая прикасается к пламени свечи. И одно вы можете сказать. Наверняка вы автоматически подумали, я надеюсь, она не сунула туда свой палец, а то она бы обожглась. Природа огня — быть горячим. Следующий стих. Здесь представлены другие идеи о сущности. Знаете, для меня главное в сущности — это 3 идеи. Но давайте поговорим о другом. Давайте поговорим о других характеристиках концепции сущности или идентичности. Это очень сложно. Если вдуматься, у огня есть 2 природы. Одна из них является врожденной, а другая — приобретенной. К примеру, его цвет. Приобретенный означает, что он зависит от внешних обстоятельств. Какое химическое вещество? Химические вещества, содержащиеся в древесине, создают разный цвет пламени. Но тепло всегда там. Тепло — это сущность огня, а цвет — это что-то вторичное. Вторичная характеристика. Вторичные характеристики огня могут быть созданы другими силами. Собственная сущность огня должна исходить изнутри. Никто не сделал огонь горячим, но вы можете изменить его цвет, подсыпая в него различные химические вещества. И все, что касается огня, заключено в этих 2 вещах. Либо это природная сущность, либо это характеристика, вызываемая другими обстоятельствами, например, такая как цвет. И больше нет ничего в огне.
Как называется природа, которая происходит откуда-то еще? Когда кто-то думает о природе, которая происходит откуда-то еще, мы говорим, ты говоришь о самосуществующем откуда-то еще. Что ты имеешь в виду? Зависит ли цвет огня от внешнего источника? Да. Но когда ты так говоришь, ты думаешь, что химические вещества создали цвет. Ясно? Является ли цвет огня частью природной сущности? Нет, но может меняться в зависимости от химических элементов. Если подсыпать химические вещества в огонь, то они изменят цвет огня. Это приобретенное качество, это вторичное, созданное внешними силами. Но когда ты слышишь, как я это говорю, ты думаешь, что это происходит из химических веществ, и это проблема. Ты путаешься даже во вторичных характеристиках. Забудь о том, что огонь горячий со своей собственной стороны. Это не так. Огонь горячий из тебя. Но забудь об этой предполагаемой сущности. Ты даже неправильно понимаешь, почему он меняет свой цвет. Ты думаешь, что это химические вещества. Ясно? И больше нет в огне ничего. Кстати, это все, что есть. Есть то, что есть, и есть то, чем он мог бы быть. И ты не понимаешь ни то и ни другое. Нет другого огня, кроме того, который является его природной сущностью в сочетании с другими его характеристиками, созданными другими силами. Нет другого огня, кроме этого. Когда ты разберешься с этими двумя пунктами, это и есть весь огонь. И ты не понимаешь ни того, ни другого. Поэтому ты не понимаешь, что такое огонь. В любом случае, и здесь он говорит, ты не понимаешь рангшин, и ты не понимаешь шенгё, ты не понимаешь основную природу огня, его собственную природу, и ты не понимаешь, почему он движется, или почему у него разные цвета и все такое, или почему у него разная температура, ты не понимаешь. Если сущность огня и характеристики огня существовали бы так, как ты думаешь, то это не могло бы быть огнем. Если бы не было реального огня, то не было бы и понятия нереального. Если нет реального огня, то трудно дать определение нереальному. Если реальных сливок нет на столе, то и нет. Моему учителю трудно сказать, что это поддельные сливки, что порошок — это поддельные сливки. Если он не видел настоящие сливки, то он не может. Настоящие сливки определяют поддельные сливки, и поддельные сливки определяют настоящие. Он не улыбнется и не скажет: «А, настоящие сливки», если он никогда не подвергал себя опасности употребления поддельных сливок. И моей задачей всегда было уговорить официантку подать ему настоящие сливки. О Боже, иногда это занимало полчаса. Когда что-то меняется на что-то другое, мы уже говорили об этом. Когда молоко, к примеру, превращается в йогурт. Кьева-ма означает «люди говорят». Люди в мире говорят. Кьева-ма означает «люди в мире говорят». Так что они говорят? Это уже не то, что было раньше. Когда молоко превращается в йогурт, как люди говорят о молоке? Они говорят, что оно уже не такое, как было. Теперь оно то, что надо, а до этого оно было жидким. И если о вещи можно сказать, что она когда-то была такой-то, значит, у нее нет природы. Это уже не то, что было раньше. Это уже не то, что было раньше, означает, что все, что изменилось, не было врожденным, не было сущностью. Молоко. Когда я смотрю на йогурт, я говорю молоко. Это больше не молоко.
Когда вы говорите, что это больше не молоко, вы говорите что-то о природе молока. Вы говорите, что она может закончиться. Вы говорите, что молоко может утратить свою сущность. Тогда оно не является врожденной, не так ли? Тогда она должна происходить откуда-то еще, верно? Тогда у молока нет своей врожденной сущности. Все, что у нее есть, это те прочие характеристики, созданные внешними силами, например, вашими семенами, в вашем уме. Ясно? Хорошо. А вот картинка настоящих сливок. Я всегда вижу своего учителя улыбающимся, когда смотрю на настоящие сливки. Хорошо. Переходим к следующему стиху. Это типичное. Вот две вещи — рангшин и шенге. Рангшин означает его сущность, его природная сущность. Шенге означает его дополнительные характеристики, добавленные другими обстоятельствами. Это поддельное или настоящее? Это настоящие сливки или порошковые? Это что-то с восхитительным вкусом, произведенное коровой? Или это что-то, сделанное из порошка? И здесь он приводит два набора различий: сущность и дополнительные изменчивые характеристики. А потом настоящее молоко и поддельное молоко. Два набора различий, два различия, два набора различий. После того, как я описал их тебе, говорит Нагарджуна оппоненту, ты все еще думаешь, что они являются самосуществующими. И когда я говорю реальный или нереальный, кстати, я задам вам вопрос. Верно ли то, что реальное можно определить только с помощью нереального? Верно ли, что сущность, естественная природа может быть определена только характеристиками, которые появляются и исчезают? Верно ли это, что в буддизме, чтобы понять высокое, необходимо увидеть низкое? Потому что большинство людей скажут вам, и я это вижу постоянно, например, бирманские школы или подобные им в Америке, они постоянно говорят о пустоте как о результате сравнения, что ничто нереально само по себе, потому что это необходимо сравнить с чем-либо еще. Является ли это пустотой? Является ли это зависимым происхождением? Не является. Вообще нет ничего общего. Это объяснение пустоты нелепо. Высокое не определяется низким. Высокое определяется семенами высокого у вас в уме. Вот и все. У вас будет высокое без низкого, потому что у вас могут быть семена высокого в уме без семян низкого. Высокое не зависит от низкого. Высокое зависит от того, как вы поступали вчера с другим человеком. Ясно? Вещи не являются чем-то из-за сравнения. Настоящее не определяется искусственным. В буддизме, настоящем буддизме, сущность не определяется временными, появляющимися и исчезающими характеристиками. Сущность определяется вашими семенами. Хорошо? Если вы думаете, что большое является большим только в сравнении, или сущность является сущностью только в сравнении с приобретенными или появляющимися и исчезающими характеристиками, люди, которые это утверждают, они не тхон, тени, татва. Татва. Да, они не видели пустоту. Тэшин — таковость. Они не видели татва, означает таковость в этом контексте. Если вы думаете, что вещи являются тем, чем являются, только при сравнении, в каком-то смысле тогда вы считаете, что сущность происходит со своей собственной стороны или сущность происходит со стороны сравнения. И значит, вы не понимаете природу вещей. Шучу, понятно? Вы не понимаете природы, истинной природы вещей. Тэни — истинная природа вещей. Это шутка. Хорошо?
Кстати, как сказано в учениях Будды, Сангетанпала, в 3-й строке, вы не понимаете учений Будды. И я не знаю. Я эту картинку нашел для вас. Здесь трое с завязанными глазами. И это те, кто думает, кто имеет неправильные идеи о сущности или самосуществовании. И они словно блуждают во тьме. Я хотел, чтобы вы увидели эту картинку, потому что я хочу, чтобы вы ценили, почему Нагарджуна продолжает твердить, они не понимают, что сказал Будда. Они не понимают того, что говорил Будда. Исторически, почему, по вашему мнению, он настолько зациклен на этой мысли за $100? Исторически. Исторически. Почему он продолжает возвращаться к теме, что вы не понимаете, чему обучал Будда? Да, хорошо, ты получаешь $50. Джигми сказала, что была другая система, противоречащая этому. Как долго она была популярна за $50? 700 лет. Да, Абхидхарма. 700 лет люди неправильно понимали. Они цитировали Будду, они запоминали слова Будды наизусть, они могли запоминать, они могли декламировать все его книги. И согласно тексту Ника, тексту профессора Ника, Будда в сутрах Абхидхармы также описывается пустота. Нагарджуна доказывает в 60 стихах, что в исходных сутрах, которые мы именуем Хинаяной, тоже говорится о пустоте. Он доказывает это. Представьте, как разочарован Нагарджуна. Он сражается с 700-летним неправильным пониманием. Он пытается в одиночку выстоять против этой 700-летней лавины непонимания. Эй, ребята, это все неправильно. Он вновь и вновь обращается к Писаниям и говорит: «Вы не поняли, вы ничего не поняли». Это не то, что он имел в виду, ясно? Разве вы не слышите в его голосе 700 лет разочарования? Хорошо. Вот о чем эта картинка людей с завязанными глазами должна вам напоминать. Теперь перейдем к более важной, главной теме буддизма, крайне значимой. И мне жаль, что это уже вторая половина последнего занятия на сегодня, и вы устали, но давайте продолжим. Типичный Нагарджуна. Очень важно. Очень важно для двух мужей на кухне. Чомде Бхагаван, Будда сказал, что он понял Кхенпа. Будда постиг разницу между Нгё и Нгёме. Нгё, Нгёме здесь означает реальный и нереальный. Будда понял разницу между настоящим и ненастоящим. Тот муж на кухне, который настоящий, и тот муж на кухне, который не настоящий. Он осознал разницу. И в книге под названием «Личные советы Катьяни» — это один из его любимых учеников, Катьяна. Катьяна играет важную роль в сутрах о колесе жизни. Он находится рядом, когда они впервые рисуют колесо жизни. Потом он идет домой и рассказывает истории. Так или иначе, Будда дал личные советы Катьяне. Я пытался найти их. Можно найти некоторые, но они неразборчивые. Будда отрицал, что вещи могут существовать, и Будда также отрицал, что вещи не могут существовать. Будда отрицал, что вещи существуют, и он отрицал, что вещи не существуют. Понятно? И это и есть основная идея Нагарджуна, очень-очень важная. Она очень помогает в ситуации с двумя мужьями на кухне за $100. Где на кухне отрицание того, что что-то существует, и отрицание того, что что-то не существует? Вы должны назвать оба, чтобы получить $100. Что существует на кухне и что не существует на кухне? Муж, которого вы создали, существует?
Да, и муж, который «я не виновата», не существует. Утверждение, что тот, который не существует, существует, называется крайностью существования. А утверждение, что тот, кто существует, не существует, называется крайностью несуществования. Вы зашли очень далеко. Если муж на кухне не моя вина, то он не существует. Извините. Если муж на кухне не его вина, то он вообще не существует. Ясно? И потому что муж на кухне моя вина, он существует. Итак, муж существует и не существует одновременно. Отрицать его существование неверно. Отрицать то, что муж, который ваша вина, существует, неверно. И отрицать, что на кухне есть какой-либо муж, тоже неверно. Это ясно? Две крайности. Мы называем это падение со скалы. Кстати, на этом рисунке мост. Я искал мост в Аризоне и нашел. Это называется срединный путь. И вы пытаетесь пройти свой путь между «не существует» и «существует». И если вы думаете, что муж, который «я не виновата», существует, вы сорвались с одной стороны. Если вы думаете, что мужа нет вообще, то вы сорвались с другой стороны. И вот она, эта великая идея, на которую ссылаются все буддийские тексты. Она здесь. И это отличный момент, чтобы обратиться к санскриту. Я изучил крайность, когда мы говорим, что он существует со своей собственной стороны, и крайность, когда мы говорим, что он не существует вообще. В буддизме есть особые технические термины, которые называются йопетха, мепетха. Повторите: йотха, метха. Эта крайность говорит, что он существует с его стороны, а не потому, что я кричала на своих детей. Это называется... Кстати, думаю, что следующая книга, которую я напишу, я собираюсь написать сутру о двух мужьях. Хорошо. Итак, пхута. Это называется пхута-коти. Скажите, пхута-коти. Пхута означает «он существует». Коти означает крайность или крутой обрыв. Коти означает крутой обрыв или крайность. Коти также означает 10 миллионов, но это совсем о другом. Итак, корень «пху» означает «быть», и это произошло в индоевропейском языке, это корень «пхеу». И мы получаем слова «быть», «строить». Где этот урок санскрита? Извините, должно быть, я его не вставил. Быть, строить, физика образованы от корня «пху». Физика тоже. «Ф» в слове «физика» происходит от этого корня «пху». Коти я не смог найти ничего, кроме «кат» — «резать», что означает «угол», «острый угол», то, откуда вы падаете. А котика — это «му», «муши мусум» за $30. Вы знаете «муши мусум»? Да. Как вы называете? Комбинации. 4 комбинации. Так что $20 за этот ответ. Это означает 4... Как будто вы сидите за столом с 4 углами. Возможно, 4 комбинации. Коти. Это называется котика. Хорошо, отлично. Что противоположно? Что противоположно, Кристина? Пхута-коти. Абхута-коти. Абхута-коти. Что означает крайность мышления. Если он не происходит со своей собственной стороны, значит, его не существует на кухне, что также является другой крайностью. Какая из этих двух крайностей приобретенная, а какая из них присуща людям с рождения? Классический ответ, и вы можете поразмыслить над этим. Крайность утверждения, что он вообще не существует, происходит от плохого объяснения пустоты. Это обычно приобретенное. Если он не тот, за кого я его принимал, значит, его вообще не существует.
Так чаще всего говорят люди, не понимающие, что такое пустота. Хорошо, продолжаем. Давайте сделаем еще. Следующий стих. Это две отдельные мысли. Это ран-лук, наша собственная позиция. Келте рангшинки йона. Если бы любая вещь обладала своей собственной природой, что означает сущность, идентичность, о которой мы говорили, мени мигюро, она никогда не могла бы измениться. Понятно? Если бы идентичность была врожденным качеством, она никогда не смогла бы измениться на что-то другое, что означает, что она никогда не смогла бы прекратиться, потому что это тоже изменение. Поэтому если у вещей есть собственная идентичность, то поскольку идентичность постоянна, вещь никогда не может прекратиться, потому что у нее есть постоянная идентичность. И это очень интересная идея. И он говорит, что это было бы похоже на Намха Мидрипа. Что такое дрипа, Тим? Затмевать, покрывать. Затем он говорит, Чони Лама говорит Намха Мидрипа. Что это? Что такое Намха? Нет, не небо. Пустое пространство. Нужно говорить пустое пространство. 4 вида пространства. Нужно говорить пустое пространство. Оно никогда не изменяется. Он говорит, что тогда все. Если бы вещи имели идентичность, то поскольку идентичность никогда не меняется, эти вещи никогда не могли бы измениться. Потому что если бы они изменились, они потеряли бы свою идентичность. И тогда это также означает, что если идентичность длится вечно, то и вещи должны длиться вечно. И она была бы похожа на пустое пространство, которое длится вечно. Находится ли Земля на этом пустом пространстве? Находится ли планета Земля на этом пустом пространстве? Или даже если вы уничтожите планету Земля, пустое пространство всегда будет там. Мадрип означает, что оно открытое и не может иметь препятствий. Это не похоже на ящик, это как пространство. Так что, если бы сущность вещи никогда не менялась, то вещи существовали бы вечно. Если сущность вещи изменилась, то это уже не совсем сущность, не так ли? Если огонь мог бы стать холодным, то какой смысл обладать сущностью? Ясно? Потом появляется оппонент, и, о Боже, сначала он представляет нашу позицию, а потом позицию оппонента, и не говорит нам об этом переходе. Итак, приступим. Если бы природа молока никогда не могла измениться, то откуда взялся йогурт? Если бы природа молока никогда не могла измениться, то что же превратилось в молоко? Что же превратилось в йогурт, извините? Если бы природа молока никогда не могла измениться, то что превратилось в йогурт? И тогда мы говорим, если молоко обладало бы природой, то что меняется? Понятно? Это называется Рикпа Готсунг. Рипа Готсунг означает параллельная аргументация. Я повторю. Он говорит, извините, я должен посмотреть. Если вещи не имеют своей собственной природы, то как можно говорить, что она превратилась во что-то другое? Если молоко не имеет природы, как ты можешь говорить, что молоко превратилось в йогурт? Если у молока нет определенной идентичности, как ты можешь говорить, что она изменилась на что-то другое? Если у тебя изначально нет водительских прав, как можно утверждать, что ты получил фальшивые водительские права? Как вам это? Это утверждение оппонента. И тогда мы говорим, нет, ты не понимаешь. Если у него есть сущность, то она не может измениться. И не надо говорить, что она не могла бы измениться. Если бы у вещи не было сущности, это был аргумент оппонента. Если она не является чем-то, как она может измениться? И мы говорим, нет, ты не понимаешь. Если она является чем-то, как она может измениться? Ясно? Классно? Запутанно.
Заканчиваем вторую половину, переключаемся на нашу позицию. Спасибо, Нагарджуна. Хорошо. И я не знаю, я забыл, почему выбрал скульптора. Я имею в виду, идея в том, можете ли вы изменить что-то, что было неизменяемым, или что-то в этом роде. Хорошо, продолжаем. Не переживайте, мы уже близко. Следующий стих еще более знаменит, чем предыдущий, про который я говорил, что они знамениты. Это суперизвестный стих. Скажите, Йочи Чава, Так Пардзин, Мече Чава, Че Парта, Те Чхир, Йо Танк Ме Пала, Хепе Не Пар, Ми Чао. Если ты думаешь, что вещи существуют, ты впадаешь в крайность мышления, что вещи вообще не изменяются. Если ты думаешь, что вещи не существуют, ты впадаешь в крайность, что вещи никогда не начинались. Следовательно, те из вас, кто являются мастерами, должны оставаться посередине. И это срединный путь. Как по-другому называется мудрость? Да, срединный путь. Мадхьямика. Это еще одно название праджни. Где встречалось это второе название за $100? В названии комментария Чони Ламы? Ты близко. Вступление на срединный путь. Да, $100 Тиму. $100 Тиму. Да. Чандра Кирти не назвал свою книгу «Вступление в мудрость». Он назвал ее «Вступление на срединный путь». Но тот срединный путь называется Мадхьямака Шастра, комментарий к срединному пути. Хорошо. Итак, если ты думаешь, что вещи существуют, значит, они вообще не изменяются. Если ты думаешь, что вещи не существуют, тогда ты нигилист. Следовательно, действительно мудрые люди должны оставаться где-то между этими двумя. Вы должны оставаться между этими двумя. Что это значит на кухне за $300? Понимание, что помедленнее — это много денег. Где срединный путь на кухне? Когда ты понимаешь, что если муж кричит на тебя, это потому, что ты кричала на своих детей на прошлой неделе. Хорошо. И поэтому это существует. Что не существует на кухне? Муж, который «я ничего не сделала». Этот муж «я ничего не сделала» не существует. Да, оставайтесь между двумя этими точками, понятно? $300. Она приглашает тебя на ужин, Патчи. Хорошо. Хорошо. Ладно. И он объясняет значение неизменяющегося и никогда не начинающегося. Между прочим, это две крайности — неизменение и прекращение. Это две крайности, описаны как результат определенных размышлений. Они всегда описываются как результат определенных размышлений. Если бы муж происходил со своей собственной стороны, он никогда не мог бы измениться. Такпа. А что с другим? Чепа. Если он, я полагаю, если он не произошел со своей собственной стороны, он не может существовать. Тогда он бы просто прекратился. Понятно? Хорошо. И у меня есть специальная картинка, которую я подготовил для вас. Срединный путь к двум мужьям. Если вы думаете, что он существует со своей собственной стороны, вы падаете с правой стороны моста. Если вы думаете, что если он не происходит со своей собственной стороны, то он не может существовать вообще, вы падаете с левой стороны моста. А если вы остаетесь на срединном пути, у вас счастливые отношения.
О, прошу прощения. Это последняя картинка занятия. Давайте подведем итог. Как называется эта глава? Мы обсуждали сущность. Могут ли вещи, может ли что-либо иметь собственную сущность? И мы решили, что не может что-либо иметь собственную сущность, потому что даже такие характеристики вещей, как тепло огня, которое, кажется, есть в огне, происходит из нас. Это ключевой момент. И не существует природной сущности чего-либо. Хорошо. И какое это имеет отношение к мантрам Будды медицины? Да, предположим, у вас была плохая мотивация, и вы читали мантру Будды медицины. Что бы случилось тогда? Это признак сущности мантры. Если у нее свойство быть полезной. Нет. Если вы произносите эти мантры с мотивацией соперничества, тогда они могут навредить кому-то, правильно? Круто? Это пустота мантр. У них нет собственной природы. Круто? До встречи!